So eine Unterpizza. О, привет, Юрий Пугач. Добро пожаловать на канал. Тоже чел то ли стримит, то ли просто видео снимает на GoPro. Капель на голове. Возможно, стрим у него был. Привет, спасибо за поддержку. Мы в городе Бреда. То есть женственный род Бреда. Ну, бред, короче, бред. И бред это мужской род, а Бреда это типа подруга Бреда. Так. А каким маршрутом нам пойти? Сейчас я чуть-чуть сориентируюсь. Да, пойдем так и направо. До каналов мы еще погуляем. Привет, Андрей Бабак. Да, Торопец видел новости, были очень эффектны. Я, да, даже сегодня оторвался от работы, чтобы посмотреть новости, что там случилось. Амстердам выходные, наверное, лучше, что туда лучше побольше времени было, там можно и гулять, и гулять. В субботу, воскресенье, еще... Может, там какую-нибудь пятницу тоже пораньше освобожусь, съезжу. Какой-нибудь Роттердам или Гагу. Антверпен тоже был прикольный город в Бельгии. Сколько Путину осталось? О, это очень сложный вопрос. Потому что уже Россия до такой стадии дошла, что даже если
что-то с Путиным случится, то его система это останется. Как бы очень уже это все укоренилось, очень жестко. И как бы многие люди очень яростно даже поддерживают. И как бы неоправданно уже так это Украину хейтят. Как бы. То есть, да, уже на Путине это все не кончится. Это уже такое... Да, и взрыв ядерка было. Ну, там мы же эти... И, как его говорят, ракеты от... Блин, забыл. Ну, короче, носители, которые могут потенциально ядерку носить. Хотя, конечно, ядерка так не взрывается. Именно в смысле то, что там именно должно быть соединение. То есть, если все вокруг взрывается, то сама ядерная ракета так не взорвется мощно. Из того, что я понимаю. То есть, даже если там были какие-то ядерные запасы, то они вот так сами собой не взлетали. Там может быть какое-то специальное движение произойти внутри этой бомбы. Ну да, но все равно очень эффектно. Я по карте нашел. Это же главное все бункеры, это все бетонные бункеры. В этих бетонных бункерах ракеты лежат. То есть это надо было пробить бетонный бункер. Может, какой-нибудь атакам все-таки долетело, пробил, и потом уже все начало само взрываться. Как бы дрон пробил бетонный, этот сложно представить. Думаю, какой-нибудь атакам залетел. Пробил бетон. Да, Торопец, где был взрыв, где все в огне было, и все просто такой гигантский взрыв, да, такого я еще не видел на видосах. Где-то лет 15 назад в Эншеде на востоке Голландии взорвался хранилище Фейверка. Там тоже было, я помню, видос, тоже очень эффектно. Но как вот это же было такая прямо волна шла мощная. То есть я думаю, он там на километр в высоту был. Эти видосы, они же за много километров сняты. То есть это было жуткое, наверное, зрелище. Такого мы еще не видели. Sukcesy. Prowadzenie własnej firmy jest... Там центральная станция города Бреды. Собрался туда приехать, но потом, может, на машине проще не доехать. О, прикольно, тут такую дорожку сделали вдоль воды для прогулок. Ты не гонял, по ней можешь прогуляться.
Смотрите, куда она пойдет. انت دبور انت من Протестируем маршрут, потому что я его сам не знаю. Люди на лыжках катаются, вообще кайф. Кайфарики. Да, много черномазых тут. Ничего себе. Это прямо как этот refugee camp. Сейчас просто сыт там. Жесть, конечно. Жесть, жесть, жесть. Да. Пойдем здесь. Там, короче, военная академия.
Zoals ik ook zei. Да, жесть. Сейчас тут стало реально так это. Тут гулять только с камерой. Цели собственной безопасности. Бомжи. Какие-то люди, не родившиеся в этой стране. Какие-то наркоманы. Где-то есть, но укрбомжи не работают. То есть есть фермы, там украинские фармы, они там в полях работают. Как бы и говорили даже успех этих украинских также беженцев в том, что они все смогли найти работу, и все быстро интегрировались, никаких проблем нет, и никакого криминала от них нету. Как бы вообще были бы все такие беженцы, как украинцы, так вообще экономика вообще в 10 раз выросла бы уже. А эти, которые вот примеры были сейчас в марке, они только наркоманят, эти всякие социальные пособия тянут. То есть в парке у бомжей совсем не наблюдалось. Памятник Вильяму Третьему. То есть если... Вот, сейчас покажу. Если в Тилбурге, откуда я там жил, Вильям II, был женат на Анне Павловне, то здесь в Борде тусил Вильям III. Десятка была напугана, потому что она только что вышла из парка, и явно она себя не очень комфортно ощущала. Maar echt restaurant?
Показаться. Сейчас попробую показаться. Вот так вот я выгляжу. Привет, Леха, Алексей. Как раз вовремя зашел, я как раз у меня зашел сюда. Короче, народ тусит сегодня у нас сюда вечером. Погода тепленькая. То есть вчера была такая пасмурная погода, выходные тоже. Сегодня вот был грех дома сидеть. Просто вот я одел свитер, но в принципе я могу запросто спать в этом свитере. Просто потому что, может, потом солнце сядет, и уже лучше иметь по себе. Да, никакой громкой музыки я не слышу, просто народ разговаривает, чилит. О. Такая улица. О. Иногда став своей жизнью живет. Да, бреда, все правильно. Какой-то игровой бар. Кто? Испания, Италия? Это на севере. Это между Бельгией и Германией. И под Англией. О, ух ты, какая башенка. Вам видно? В Испании очень много этого sandstone, песчаника, наверное, по-русски будет. Типа белый, желтый такой камень светлый. Имеет ли туда смысл какая-то стройка? Может, там к вечеру пойду.
Да, и у нас много, здесь поскольку было всегда много всякой глины, песка, то они как бы очень давно уже приучились делать кирпичи. И основная масса домов это из такого обожженного кирпича сделана. И сверху может там какая-нибудь облицовка, типа штукатурка такая. Все-таки в этом, в Испании я этого меньше замечал. Тут голландский такой характерный коричневый кирпич. Там живая улица. Вот уже вид классный. Так, мне сейчас план выйти на канал. Там тоже, наверное, больше народу должно быть. Rikke, welke vlag is de Dominicaanse vlag? Deze. Ну, какие двери тут. Прикольно. Тоже прикольный вход. Да, центры, они максимально безавтомобильные. Ой, какой тупик попал. Так, сейчас на карту взглянуть, где я. Куда я забыл. Давайте здесь налево попробуем в канаву выйти. Там не очень уютно. Так, а тут я пройду ли? Очень тут все узко. Нет, тут фига. Вот тут какой-то, видите, я не знаю, вам понятно? Тут рядом какая-то церковь была, и уже давно это не церковь, а отель. Та сторона тоже все разрыта. Тут голландская пятерочка, супермаркет. Смуглые в парке были, ты пропустил. Там вообще очень красивый парк, но там они весь полностью занят смуглыми. Я то думаю, вот как там только с камерой ходить, то как-то не очень неуютно себя ощущаешь. А здесь нормально. Здесь белые люди в основном. Все, конечно. Да, есть такое. В Антверпене там вокруг церкви, в самой церкви одной сделали бары. Так, где я вообще?
Сделали бар, дискотеку, а вокруг нее там, там как бы эти проститутки, короче. Так. Да, если я пойду здесь по прямой, я выйду к воде. Все нормально. Надеюсь. Да. Если я пройду тут, конечно. Тут уже все, что-то тут все Висенто перекапывают, плитку перекладывают слева направо. А, не, вот канал, не, выше канала. Все, кайф. Кайфарики. Nee, en ik had voor die... Вот здесь вообще все перегородили. Стоячие, все. Нет, парковка платная. Платная парковка, а в некоторых местах только люди с разрешением, да, в отдельных местах. Но в основном просто дорогая парковка. Я там нашел место, которое с 6 часов вечера бесплатное. Бесплатно становится, там припарковался. Ну и рад, что тебе нравится, Леха. Сейчас ну, фасады этих домов. Вот тоже стример. На King Time Lapse. Типа каждые 15 минут на какую-нибудь фото или каждые 5 минут фото делает, потом это слепит, приращивает друг друга. Так, читаем чат. Да, в Питере мы уже все знаем, теперь в Голландии будем изучать. Ну и да, и в Москве тоже уже все там изучили. По 10 раз стримы эти все. Ну да, пузатенькие лодочки. Они, что, наверное, не на скорость идут, а как бы медленно, чтобы вместимость была больше. А, ну и устойчивости тоже больше в пузатой лодке.
Как-то съехала камера в ноги. Говорят, что ты можешь сюда заехать, но это одностороннее движение, ты не сможешь обратно поехать. О, есть фасад деревянный, тоже бар закрытый. Прикольно. Выглядит дерево. Все довольно-таки, возможно, современное. Здесь тоже такая же дерево, только уже покрашенное. Здесь деревянный фасад. Чтобы перейти, снять белый этот фасад. Ох, какая вонь, пиздец. Навонял. Нет, это не запись в Винни, это еще светло. Еще заката не было. Да, надо подумать, в каком прикольном месте для заката. Не придумаю сразу же. Привет, Скиф. Настоящие хори и глаза голландки. Здесь как повезет. Там на террасах какие-то сидели, может быть, не знаю, как хорошо видно. Вон идут, если что. Не, еще не устал. Не, только еще час стримлю, я поел. Я работал сегодня из дома. Это не то, что вчера я в Утрехте, я в офисе работал. И вышел, сразу же чувствую, блин, голодный. И пришлось реально паузу сделать. А сейчас заправился вовремя.
Да, тут считается, что на юге веселее, чем на севере. Что у них тут карнавал они тоже празднуют. В начале там где-то в феврале, то есть когда встречают весну. У них прямо часть культуры. Ну, если вот тоже иду, тоже везде слышно, что люди все смеются. Вот, кстати, панорамный вид. И вот уже третий стрим на улице, еще ни разу никто мне не подошел, не сказал, что удали меня с своей камеры, куда-то записываешь, для чего это. Максимум, что было, люди просто улыбаются в ответ. Я еще немножко сам стесняюсь, то есть можно, в принципе, просто улыбиться людям, они будут в ответ тоже улыбиться, и тогда уже автоматически заговаривать. Альфачей не видно. Альфачи, да, наверное. Ну, вообще, конечно, не альфовая страна. И у них альфовость там на каких-нибудь праздниках высыпается, когда там пивка выпьют, в группах собираются, особенно молодежь. Ну, как по патологическим теориям Макса Майорова, что когда ты молодой, у тебя больше этих молодых ген, и ты альфач тогда. К старости ты уже превращаешься сам собой в омегу. И которые более альфа, они дольше остаются в омеговом в альфовом состоянии. Так, когда пропустим, туда потом уже позже сходить. Обхохочешься, уже привыкли к страшной судьбе и хохочут. Ты про кого? Про голландцев? Или про меня? О, тут какой-то магазин специй, по-моему. А сейчас это Дрохистерай. Прикольно. Ваза. Тоже, кстати, интересная улочка. Я сейчас пошел бы, не заметил. Вон там виднеется улочка. С Куфеем. Юра, чего за судьба? Кстати, может, не весь чат видно? All messages стоит. Ну да. Да, я шучу про веселых людей. Ну да, то, что я говорил, там они когда-то смеются. Но они, в принципе, конечно, не более такие сдержанные, выдержанные голландцы. Не такие эмоциональные, как испанцы. Например, в юг они там более эмоциональные.
О, мороженка. Я тут еще не был ни разу. Может слопать, значит вредно. Не надо терпеть, силу воли держать. О, видели, как насосало мороженое для вас, ребят, специально так это сделала глубокий горловой. Изображение ёбнулось, а у меня пока еще идет. Сейчас проверим. Должно идти вроде бы, если интернет есть. Не, изображение есть, там что-то все идет стрим. Я просто параллельно в Ютубе смотрю и чат читаю тут в Ютубе. Ну, вполне интересный домик. Так, как и предыдущий, что-то очень много там едет. Ну, я хочу прогуляться туда. Я туда, кстати, еще ни разу не ходил. Ай. Думаю, что тут закат будет видно. Нормально. Я всегда был любопытно, что тут происходит, потому что никогда не доходил. Может, тут ничего интересного нету? Тут рядом городской ратуша. Тут пустые, тут большая парковка снизу сделана. Я думал, над ней что-то будет прикольно, просто площадь. Это башня. А, нет, я вообще не туда. Ой, я вообще не туда. Сейчас камеру разворачиваю. Вот эти волнистые крыши, это, по-моему, казино. А внизу, подо мной, тут все парковка. Но ничего прикольного на парковке не сделано. Там какие-то жилые комплексы уже. Так, читаю чат. У нас самая крупная монетка золотая, ходовая, всегда была черновец. Это четверть унции, а у них унция целая самая крупная монета. Кстати, да, вот был стрим у кайфовщика, и монеты смотрели. И действительно были всякие золотые червонцы. И они сейчас больше там 1 000 000 рублей стоят, если их покупать. Дикие деньги. Вот 4 раза богаче жизнь, климат и все такое объективно. Да, все интересно посмотреть, как люди живут. Прикапить тебе полячка. Нет, конечно, нет. Нет, это исключается. Нет. Одном проблем будет много. Не отделаюсь.
О, кстати, вон эти башни виднеются на таком закатном небе. Ладненько, сейчас будем немножко в сторону центра опять возвращаться. Здесь, по-моему, ловить особенно нечего. Вот та улица, она красивая будет. Сейчас направо пойдем. Она как раз в сторону заката идет. Спальный район. Да нет, это все, это центр. Но... То есть вон там вот буквально, вот это черное видно, это там мэрия. Там даже по работе был много-много лет назад. Но здесь они, видимо, что-то снесли. Не знаю, что здесь было, надо в Википедии изучать, что здесь было, почему здесь новострой сплошной. А так, почему сказать, спальный район сделали в центре. И спокойно, тихо. Вот здесь дорогое жилье, вот эти все новые, когда изучал, смотрел, и такое маленькое все, естественно. Ну, прикольно. Можно что-то прикольное найти. Так, идем в сторону заката. Будем искать какие-нибудь виды. А квадрат только... Сейчас подумаю. Там самый большой. Есть, по-моему, еще в Гаге. Но я там стримить все равно не буду. Нет, мне пизды откачает там точно. Нет, там даже все очень ясно и понятно. У меня камера как-никак не такая все-таки заметная. Инсталляция заметная. То есть мне по секрету тихоря снять вряд ли получится. Тем более на стрим. То есть, это если только самим в YouTube вбиваете, там какие-то есть смелые люди записывали записи оттуда. Там на канале девчонка стояла, подумала, она может. О, вон еще далеко не закат. Сейчас он светит. Так, дай-ка посмотрим по карте, где я нахожусь. Maps. Так, можно сложно очки снимать. Так, новые люди в чате. О, да, люди дикие на велосипедах. Если читаешь чат, могут сбить. Может быть. Я, кстати, раньше так и думал, что
Лучше на улице не подходить, знакомиться через интернет точно не посадят. Ну, наверное, в реальной жизни по-другому. Если даже, кстати, если я был один, то можно было бы экспериментировать. И тоже как бы с точки зрения выхода из зоны комфорта. И просто какие-то социальные навыки прокачивать. Какой-то брать даже. Можно просто брать интервью. О, привет, как тебе там в городе живется? И что такое? Оружия нет, вообще никакое нелегально. Есть тут какие-то, они там как бы в кружках для стрельбы состоят, то им можно какие-то оружия иметь дома, но носить тоже там в каких-то специальных чемоданах. И да, то есть как бы строгие правила. Ничего, идем обратно в центр. Криминал бывает в Роттердаме, я помню, там криминал, в Амстердаме может на что-нибудь нарваться, ночью гуляя. Ну так, конечно, наверное, минимально. Я замечаю, что даже когда мимо бомжей проходил, потому что с камеры, что они даже боялись у меня деньги просить. Еще, если по-русски говорю, в другую сторону смотрят, вообще они как бы боятся что-то сказать. То есть с камерой вообще максимально безопасно. О, цветочный магазин, искусственные цветы. Так, какие наркотики легальны? Ну, траву можно купить в отведенных магазинах. Какой-то деревянный магазин. Это, наверное, для детей. Детская утварь из дерева. И еще смарт-шопом мы проходили, когда в Тилбурге стримили. Там всякие приправы, расширяющие сознание, продают. Грибы уже лет 15 как запретили в таком готовом состоянии, чтобы туристы не баловались, из окон отеля не прыгали. Была какая-то девочка из Франции, 14-летняя, попробовала. Поэтому можно купить такой как бы пластиковый ванночку. Там эти споры грибов, надо брызгать там раз в пару дней для влажности. И за 3 недели вырастут все грибы. И тогда уже... То есть как бы их надо самому выращивать. Если цикита для выращивания, тогда все получится. ЛСД. В ЛСД надо у кого-то... Нет, это легальный ЛСД, где ты не купишь, это надо искать кого-то. Да. Нет, просто так продажи нет. Да. Но я для справки ничего не употребляю. Ну вот только вот пивко вчера на стриме выпил. Может тоже сейчас где-нибудь, если сядем на какое-нибудь закатное место, где будет закат виден хорошо. Может на той набережной, куда мы пришли. И там заказать какой-нибудь пивасик. Кстати, вообще научились тоже безалкогольные пива делать. Вообще по вкусу не отличишь. Тоже немножко по голове составляет. Но никакого привыкания нету к алкоголю. Это нет этих всяких вредных побочных эффектов. И вкус такой же, вообще не отличишь. А поскольку на базе хмеля делают, то все равно немножко тоже по голове ты ощущаешь. Тоже прикольное такое состояние. Там другое работает. То есть грибы это DMT, вещество.
А ЛСД, вот там принцип работы, он отключает там, вообще часть как бы, мозгов, и вот ты начинаешь мыслить как бы сознанием ребенка. То есть она ЛСД более агрессивно работает тоже. Ну, там точно другие, может быть, там по сравнению с каким-нибудь кокаином, то это более-менее схожий манеры работы, но там я когда давно уже изучал, там отличается. Там уже с грибами, там если какой-то бэд-трип начался, там есть такие возможности, как это немножко успокоить. А если ты ЛСД принял, то это уже как бы пока это все из своего тела не выйдет, ты будешь тебе будет всякая херня лезть перед глазами. Пока, да. То есть это как бы ты как ЛСД, в принципе, ты отравляешь свое тело, свои мозги отравляешь. Мне кажется, ЛСД тоже гораздо опаснее в этом плане. И гораздо менее подконтрольнее. О, вон, нам туда идти, да, вон туда. Сейчас пойдем. Будем идти в сторону заката, а пока совсем классный вид не будет. Да, но я говорю, из другой оперы. Как бы, я говорю, то есть, как бы, если сравнивать с такой из другой оперы, то они схожи, а иначе есть нюансы. О, типа фудкорт. Ну, в плане то, что может смещение, что-то бесплатное что-то, смещение разума быть. А, это silent disco, типа надеваешь наушники. И, видимо, у них, наверное, запрет на громкую музыку, но они могут тусить, надевая такие наушники. И куда они пойдут? Сейчас они будут двигаться, пойдут. Где же эта дискотека? Какой-то бинго. Ну, давайте за ними пойдем. Посмотрим. Короче, да, телефон. Вот здесь вот у них Silent Disco. Это вообще типа донора, тут какого-то такая баба. И вот они сидят и слушают музон на чисто так. Я не очень понимаю, сидеть и как бы иметь дискотеку в наушниках и не слышать друг друга. Это если, да, как тебя твои друзья заебали, ты их уже не можешь слушать. Да. Так, короче, о чем я говорил? Да, про свою архитектуру. Телефон раздает интернет. Из телефона я сделал хотспот. Я тестирую эту технологию, потому что, в принципе, могут быть помехи в местах сильного интернета. Если Wi-Fi, где очень много всяких Wi-Fi пунктов, то тогда могут быть помехи. Можно там от 500 до 1000 евро купить такой мощный рутер на 5G и с проводом воткнуть Bellabox. И тогда они по Wi-Fi не будут создавать помехи. И тогда Bellabox идет сигнал от камеры, и Bellabox посылает сигнал в OBS ко мне домой. У меня между телефоном и моим приватным компьютером сделан VPN, типа туннель, это безопасной связи. И этим
способом я могу через WebSocket OBS могу управлять командой. Например, в первую очередь включить стрим и выключить стрим. Ключевые. Там я какие-то еще сцены понаделал, но я вообще ни разу эти сцены не менял во время такого стрима. Какие-то оторвы идут. Так. Сетап надо, может, дома свесить. Легко довольно-таки весит. То есть самое тяжелое, наверное, это моя батарея, мощная батарея и все. Но у меня вот за дни стримов больше 1/4 этой батареи не использовалась. То есть, в принципе, в таком формате, когда стрим идет не через телефон, когда телефон перенагруженный, никакого перенагрева нет. То есть, когда, видимо, телефон перенагружен, он нагревается, то батарея тратится гораздо быстрее. А так, телефон довольно-таки так на экономном режиме работает. Балабокс сама по себе мало энергии тоже использует. То есть, мне кажется, можно с этой батареей там, на 30 махов запросто целый день стримить, да, без проблем. Я пробовал грибы, причем отравились знатно. Приятель в медиапример сказал, там 300 по 150 получилось. Я чуть не охренел, если честно. Я не понимаю, что имеет в виду 300 по 150. Но я лет 20 назад там раз в месяц баловался и контакты с космосом. Думал, что есть, я все понимаю, как энергия по Эйнштейну устроена и все такое. Но да. В итоге что-то в какой-то момент вообще никакого эффекта не было. И я подумал, нафиг мне это вообще надо. И последний раз грибы, это было очень давно, я уже экспериментировал. Но у меня никогда не было бэд-трипов, никаких отравлений. То есть но это надо желательно дома, в таком комфортной обстановке делать, без стрессовых каких-то людей, которые, то есть как бы с людьми, которым ты доверяешь. Желательно, чтобы был один смотрящий, который, если что, там он тебя успокоит, чтобы не все там были с ума сходили. Так, норм 7 я тоже так тестил, но вместо белобокса скомпилил белокодер. Это Максимка на Android. Круто. Да, это следующий шаг. Вот сейчас у меня работает как бы интернет, этот самый. То есть сейчас я завис от месячной подписки на Bellabox, то есть надо 10 евро в месяц платить. И было бы, конечно, круто, потому что Bellabox прикольно, если у тебя несколько сим-карток, и тогда ты можешь вообще как профессионал стримить. А если это все равно одна сим-карта, то какой смысл? Большой смысл отпадает в этом Bellabox. То есть, да, надо как-нибудь связаться. Добавься ко мне в Discord, там мы, может, созвонимся через Discord. Расскажешь мне, как ты там это сделал. Я, может быть, тоже когда-нибудь откажусь от этого Bellabox. А то как бы у меня Bellabox частично функционал использует, чисто чтобы в SRT стримить. Но я смотрел там... Да, я начинал эти делать клауд-сервер свой. Но что-то, да, не доделал, потому что все эти туториалы там и не устарели, и там уже эти технологии тоже не работало, там уже всякие новые вещи появились. Да, ну мне было первая цель вообще, чтобы это все работало, как я хотел, и сейчас можно экспериментировать без Bellabox. То есть это как бы следующий шаг вообще. Полной независимости, эмансипации. Но в итоге сейчас думаю просто телефон без всех этих Bellabox, батарей больших. Так опять же говорю, телефон будет нагреваться, телефон будет делать кучу всяких процессов, но по телефоне будет жраться энергия. Будешь менять эти пауэрбанки на телефоне. То есть, если телефон много энергии начинает жрать, то эти пауэрбанки тратятся гораздо быстрее.
Плюс у меня был, цель-то была, чтобы была стабилизация и ходить, чтобы руки были свободные. Вон там должен быть закат красивый. Там уже такой свободный вид. И туда пройдем. И опять же, телефон надо в руке нести. То есть у меня сейчас я могу телефон просто повесить свободно и брать только когда хочу чат прочитать, пролистать. И вот даже просто телефон держать для чата, там 5 минут, тоже рука устает, если не привыкшая. То есть это... А если со стабилизатора, чтобы это не качал? Потому что вот когда телефон несешь и без стабилизатора, это очень быстро надоедает. Очень, как бы... Надо все-таки стабилизация. То есть не, я рад этим DJI Pocket, там классное изобретение. И RL Pro, а не Larix Broadcast. Larix Broadcast все-таки сделан про этот премиум софт, где тоже надо абонементскую плату платить. И всяких, если стримить с телефона на Android, лучше всего, вот из того, что изучал, RL Pro работает. То есть там вот тоже многофункциональные, много всяких настроек, много контроля, и не глючно, и если Larix, не помню, больше энергии тоже использует. То есть RL Pro. Так, что там? Больше стримеры типа Ice Poseidon. Я, кстати, Ice Poseidon вообще не знаю. Без внешней камеры и так далее. Я тоже очень давно мед, который пчелы дают, грибы в нем были законсервированы. Ого. 300 штук, если при... А, ну да, у вас же вы в лесу набираете, в лесу. Они там не очень концентрированные. У оторвы. Такие ножки. Так он же будет телефон без стабилизации. Ладно. Ну да, мог быть действительно, мне просто на шее висит, можно на руку приделать. Но опять же нагрузка на руку. Да, ну Larix, он это для платного софта. И там какие-то фишки не работают, я изучал. Ну, не знаю, я, конечно, может быть, не использовал, но в итоге какие-то люди, которые делали там обзоры, сравнивали. То есть в RL Pro, если ты хочешь все бесплатно стримить, то в RL Pro у тебя будет максимальный функционал, а в Larix там какие-то ограничения, которые я не вспомню сейчас. О, кстати, прикольно. Надо туда пойти. О, народ плывет на лодочке.
Ух ты, какая тут крыша. Дети рыбачат. Маленький Максим Майорова. Вон там еще лодка плывет. Не знаю, что тут за рыбы живут. Я вообще побоялся бы их есть. Вот она, какая-то интересная постройка. Готов, надо прийти на ту сторону, что там такое. Сейчас популярны стали фэтбайки электрические. У меня колбаска прикольная рублевская, балыковая. Сейчас попируем с рассолом. Кто кушает, да, приятного аппетита. Молодец. Очень звучит здорово. Просто кулинар. Какая-нибудь бар. Железная дорога. Бай. Тут какие-то аренда лодок есть. Вот кушать можно. О, прикольно. С видом на дорогу. А так, да, про весь вопрос был. Сегодня вот вообще очень легко иду. Вот когда колонка висела, перекрашивал на зиму, было неприятно. А сейчас вообще вот иду на рюкзаке, это все приделано и совсем ничего не весит. То есть можно спокойно еще бутылки воды с собой брать. Вот какая лодка. Лаунж. Таких широких еще ни разу не видел. Изобретение какое. Вам видно? Надо пониже камеру сделал. Видно? То есть это лодки под аренду. Они электрические вообще. То есть здесь летом прикольно. Можно по каналам бродить туда-сюда.
машине. Так, сейчас не будет слагать будет. Быстро проходим мост. Пока еще 4 полоски, нормально держимся. О, и заодно красивое небо. Я тут не один, кто за ним наблюдаю. Загадно. Вот, там, кстати, в парк можно подняться, там тоже не было. Надо зайти поглянуть, сидеть. Что там? Так, перебегаем элегантно. Все, посмотрим на этот парк. Ой. Да, но закат здесь будет не видно. Даже бомжей тут нету. Бомжи, я за не пронюхали про это место. А так тут удобно, но бомжам вообще ночевать. Вообще мест, никаких перил нету. Укладывайся целыми группами. Особенно в такое лето, еще когда тепло, то спать нормально. Вот место для бродяги Луки. Все топ. Все в диванах. Там где живут. Там станция. Пойду обратно. Посмотреть на закатик дальше. Надо архитектуру подсветить, не видно. Тут есть проход направо. А, не, вон здесь, может, интересные кадры станции будут. Еще пройти вперед.
Вот там для насекомых сделали домик. Вон тут автобусная станция и плюс поезда. И там еще немножко такого парка. Подснимем. А, и проезжая часть, как раз выезд автобусов здесь. Закрытая часть парка как раз. Я уже показывал бреду. Уже была бреда. Я вот немножко ушел из центра. Если хочется, можно обратно промотать, или как раз тым будет сохранить. Тогда посмотреть на центр бреды. Я там и так несколько раз по одним и тем же улицам ходил. А после заката уже темно будет, особенно ничего не будет не видно. О, бродяга с топором ходит, ничего себе. С топором. Вообще круто. Тут можно пройти, нет, да? О, видок на малюк. Солнце, небось, уже село, да, по-моему, только что тут на него село, уже был закат. Столько неба осталось. А, это здание суда. Большое. Дырявое дерево. Течет со всех сторон. Какая вьюга тут на этой улице. Соглашусь, здесь не самая оживленная улица. Соглашусь.
Да, в самом центре было много людей на террасе там сидело. Когда солнышко светило. Может, сейчас солнышко село, они тоже все разошлись. Потому что явно там музыку нельзя было играть. Ой. Иду на красную. Самый главный стёк. Что это так гремит? Какая-то машина? А, вот этот миг-басы. У кого-то дизель сломался. Так, может перейти, чтобы хотя бы смотреть фасады интересные, собственно, какие интересные фасады. А так с той стороны, может, это интереснее выглядит. Надо обязательно прыгать под машину. Так вот идти. Да, раб-система, ипотека, все как надо, как средний голландец, средний класс. Ничего обычного. Обычный работяга, олень. Ну, можно пройти через станцию, там станция центральная, там был парк, с которого мы почти начинали стрим. Там был шок-контент, там было вообще очень много их. Я даже, кстати, ночью побоялся там идти, даже с камерой, потому что там было реально их много, очень много. Там прямо такая точка притяжения всех мигрантов. Что надо? Что хочешь? Что-то не... А, у него там парковка. Идет, выебывается. Тоже мигрант заработал себе на машину. Теперь идет, выебывается то, что он в машине. Что, типа, не можешь подождать 5 минут, когда я пройду. Так, вот мы подходим, уже выходим к центральной станции. Можно пройти, но я боюсь, в ней может залагаться жестко. И будет черный экран какое-то время. Пока по ней буду идти. Но зато после нее будут мигранты, как вы хотели. Или можно пройти, нет, можно по улице пройти, это тоже интересно. Вроде бы, а может не интересно. И мы там уже ходили. Нам будем сделать тест, есть ли связь у этой станции или нет. Сейчас посниму эту скрепку, эта станция. Это народ появился. Народ в кафе сидит. На террасах уже, а вон внутри. Там комфортно. Светло, так сейчас будет темнеть, закат только что был.
Сейчас я буду проходить станцию и выйду, уже будет темнее. Сколько времени? Без 2:08. Вон, кстати, станция велосипедов. Сейчас вот. Классика. Да, уже немножко связь хуже становится. Лучше вряд ли станет. Вон еще дуже для кайфовщика каври, куча велосипедов. Ну что, максимально набираю скорость, чтобы пройти без лагов. Но тут идти далеко. Длинный такой переход. На 4 полоски. Рай для омег, наверное. Рай для омег. О, а вот это справа выезд велосипедов. Пока есть интернет, держимся. Для рая, для бюргеров, да. Нормально. Ну, бургеры, они же самые, как бы, большой класс голосующих. Они выбирают партии, которые лучше жить. Поэтому Голландия не подходит, на самом деле, для очень богатых людей. Они тут есть, конечно, но их обдирают мощнее. А те, кто в массе, те, кто там немного зарабатывает, им там всякие поблажки. По сути, это экономика такая демократических выборов, что основные плюшки идут в массе за счет остальных. Те, кто кому сложнее объединиться в большие группы. Ну что, вроде прошли без лагов, нормально. Я удивился. Сейчас будем пойдем рассматривать мигрантов для вас. Ну, верно. Кстати, какое зеркало сделано, сейчас покажу. Вид станции. Просматривайте все насквозь. Прикольно. Вот вам то, что вы просили. Ну, это вот присмотрим. Вон камера стоит. Вон место притяжения.
La Catina se te puede llamar. Lo sabes. О, классный вид. Так, вот это как раз тот парк, где высокая концентрация, сами знаете кого. Рядом с кустами идти не буду, потому что могут выпрыгнуть всякие смуглые шерстистые гориллы. Вдруг они меня отличат от женщины, подумают, что я... Хотя у них там по культуре нормально, да. А мужчины, которые не очень волосатые, тоже, значит, женщина. Евгения, Бредани, студенческий город, там что-нибудь такое есть. Тут в основном это академия, военная академия, эти как бы, как по-русски, институты, то есть применительная наука, то есть не университет, а то, что под низом, типа и не ПТУ, а ну, института. Какие-то есть, они, потому что во всех таких городах. Тут есть академия искусств, и да, тут, в принципе, часто тут престижная военная академия, тут, по-моему, РСШС, эти такие привилегированную полицию, офицеров в армию тоже тренируют. И это тут рядом со станцией. Вот то, что в начале стрима я показывал замок, это она и есть академия. Чаю хочу, надо печку затопить. Плитка сгорела. Инфракрасная 2 недели работала хорошо. В озоне брал всего. Вот достаточно еще написал. И может ответить за гарантию. Не, не геев, я про смуглых шерстистых, которые в этом лесу много. Хотя сейчас я иду, не так много. Они сами боятся вечера, потому что я когда первый раз проходил, вон их там целая группа. Вон сидят напротив пруда. Misschien met een, hoe lang duurt het over als je Ja, dat is wel. Чувак в тапках идет. Вообще капец. Меня хорошо, кстати, слышно. Я не знаю, может, меня не включил нормальный микрофон. По идее, у меня микрофон под горлом, то есть да, всякие эти выдохи, вздохи, все должно слышать, как я иду. Если плохо слышно, значит не включен у меня нормально. Музыкальная академия? Нет, искусств, там изобразительных искусств. Может, там музыкальный факультет есть, но он вне города. Он прямо за пределами, там такая, рядом с магистралью, то есть это пешком даже не дойти. Там раньше был какой-то клоустер, то есть аббатство. И в нем сделали Академию искусств. Можно статую подснять. Первый раз ее замечаю. Ну, она тут единственная такая. Реально первый раз ее вижу. Вот. Как-то сейчас подойдем к академии. Красиво подсвечена сейчас. Это военная академия офицеров, кадетов. Это Геракл какой-нибудь. Да, нет, смуглая, видишь, что я с камерой. На камеру побоятся быковать.
Он даже парочка тут ночью сидит, романтикой занимается. Если они не боятся, то значит, что нормально ночью. Слишком чисто, это никуда не годится. Ну, сорян. Ну, вот канал там перекрыли, и там грязь была в канале, потому что он нормально не протекал, там что-то строится. Я показывал на стриме, была грязь. И на станции я видел, сигареты на полу валялись тоже. И я думаю, если здесь при свете пройти мимо этих мигрантов, то там всякие косяки будут лежать на земле, 100%. И остатки табака какого-нибудь. Он ничего не успевает скинуть. Так. Тут могут меня изнасиловать в этих кустах. Сейчас кто-нибудь тут меня красивого и за жопу цапнет. Вот, сейчас будем выходить обратно в центр, где движ всякий. О, какая-то рыба. А, нет, это утки. Ой, что-то с изображением. Так, ждем изображения. Да, в Твиче я изучал, когда используешь рестрим, в Твиче черный экран, потому что транскодинг работает только на партнеров Твича и те, кто там, короче, а что над партнером надо там какой-то период времени стримить, столько-то часов, то есть я просто... И после стрима стрим становится видео. То есть мне надо просто в холостую постримить с черным экраном, потом подать на какую-нибудь партнерку, и после партнерки у меня должно все заработать, транскодинг. Или стримить не через рестрим, но тогда ничего не будет. Тогда мне придется YouTube скипать. А YouTube скипать я не хочу, мне основном все-таки как-никак в YouTube смотрят. Twitch так чисто. Еще раз этот кадр. А это вот эта академия. Кастел Фамбрида, может, это написано, что тут в нем. Или просто история. А вот даже на английском есть, кстати. Здесь читается. Первый замок Бриды был построен в этом месте в XII веку. Замок был с тех времен множество раз реновирован и играл важную роль в национальной истории. До 80 Years War, то есть война, которая длилась 80 лет, это с 1568 по 1648, это вроде бы война против англичан. Этот замок был домом королевской семьи Оранье фон Нассау. То есть эти оранж это оранжевый, поэтому национальный цвет оранжевый. Whose most famous occupant was William von Orange. То есть здесь самый знаменитый человек, который жил, это был Вильям Оранжевый. В 1728 году
Здесь появилась Королевская голландская военная академия, КМА. И с 2005 года эта Королевская академия военная, она стала частью Королевского защитной академии. То есть, ну, короче, вошло в состав Министерства обороны, как бы частью системы. А до этого была более такая, видимо, независимая организация. Да, это сейчас Голландия, Бреда. Да, это был, у них был, да, была раньше действительно супердержава, золотой век, у них были торговые... О, кстати, мы здесь еще не ходили, давай здесь пройдем. И потом вернемся через всякий движ. Как раз это тут будет вдоль этой академии. Да, в Золотой век Голландия играла как раз там, по-моему, из-за этого 80-летняя война была. То есть где-то, наверное, с 15 по 16 век, где-то так. А, это микрофон ёбнулся. Сейчас И супердержава, да, чисто за счет судостроительства, за морячество и торговли специями из Азии, из Индонезии. Там их колонии были. А Южная Африка тоже там до сих пор по-голландски говорят. Тоже была их колония, тоже такое важное такое торговое место. Потому что тогда еще по Суэцкому каналу его толком не разрыли, наверное, там нельзя было проплыть, поэтому тогда было только... Hello. О, движ слышно. Движ слышно. Вот движ слышно. Да, сейчас мы вернемся к этому движу, просто здесь еще кадр заснимем. Опять же, куча велосипедов. Так, давай проверим там чат с Твича, может там еще был. Dat soort dingetjes, dat is wel leuk als we dat allemaal krijgen. Nee. Of dan hadden we een kans. Hey, ja, maar jou. Transparant van het door, dan gaan we rechts. De markt eraf, hè? Bologna naar de voorrecht. Да, ладно, буду провоцировать.
Так. Вон бабуины, они тут в помойках собирают стеклотару. Да, да, я Слава Фил, я у него не был живьем, я у него донатером был у Захара. И некоторые технические проблемы, которые Захар решал на стриме, я тоже решил у себя на стриме. О, здесь Silent, это диско, глухая дискотека. Началась, ссылка не тут все. Ух ты! То есть это большая дискотека сейчас. Может сесть тут в баре, заказать пивка, посмотреть такое. Здесь как раз место есть свободное. Больше движения будет, чем тут. Нет, не с айфона. Телефон вот, Android у меня в руке. А у меня стрим с DJI Pocket. DJI Pocket Osmo Pocket 3. Последняя версия. Это типа маленькая камера от DJI уже со стабилизатором. А телефон у меня для чата и для раздачи интернета. Фильм. А вот тоже какие-то курочки. Надо посмотреть, что тут за пивко есть. Вот карта пива. Это всякие со вкусами. Всякие со вкусами. Лошадку можно забыть вчера. О, они тут разные белые пива есть. Я думаю, это локальные из Бреды. Ликвид попробовать. Вот его закажу. Осень подкатывает, чувак. Решил подкатить дамам. Нонлик папа. Мне, наверное, отец.
Вот объясняю, DJI Pocket, тут как бы на стабе, камера на стабе. Плюс предел, это получается, раньше были всякие GoPro, такие, где встроены были стабилизаторы, а здесь как бы реальный стабилизатор, но поскольку камера маленькая, то и стаб маленький. Да, это был на моих домашних стримах, которые я спрятал. Я фотки, я могу в Discord, подпишитесь, я фотки выложу. Сейчас я впечатаю в чат, и вы можете сами найти DJI. DJI Osmo Pocket 3. Вот на такую, вот я впечатал. Вот эта штука со стабом уже. Так, никто меня не обслуживает, сижу на халяву. Что не понимаю, фишка этой, все сидят люди на большой террасе с наушниками, как они друг друга слышат, не знаю, и они даже не танцуют. Я это первый раз вижу. Но много молодежи. О, вон они встали. О, запели. Запели. О, я палку не взял. О, там, вот, видите, какой драг-квин вышел? Вам видно? Он поет. То есть у них прямо лайв-концерт с драг-квин. Офигеть. О, тут есть этот из меда есть, надо попробовать. Попробуем медовое пиво. Всего 5,7%, то есть не мощно. Ладно, надо ловить их, иначе никогда без пива останусь. Ай. Да, YouTube стрим я в Кик, еще можно в Кик поставить, и еще есть какая-то платформа, но я там еще не создавал аккаунта. Кто там еще есть, этот на Трова, боже, я вообще ни разу не сказал, там тоже, по-моему, игры стримят. Короче, можно через рестрим делать, а есть еще iTunes, я забыл немножко, и такая, можно не платить, куча платформ бесплатно стримить с ОС. Ja. Alsjeblieft Imkerbier. Ja. Но там Ja, net besteld. Да, интернет у меня ловится на телефон, и телефон раздает интернет. И в теории у меня могут быть помехи, где сильные Wi-Fi, какие-то Wi-Fi установки есть, то есть в городе, например. Но пока нормально работало. Цены на пиво, вот
которое я заказал, должно быть, обещают, за 6,5. То есть это 650-700 рублей за местное пиво, которое в этом городе делают из меда. Но оно такое специальное. Я думаю, если я обычное пиво заказал, оно где-то в районе 4 евро было. Где-то, наверное, рублей 400 рублей. Не, мне вообще аккаунта ВК Play нету. Мне кто-то там хакнул аккаунт ВК. Я туда доступа нету, то есть нет, нафиг надо. И такая еще ФСБшная платформа. Не, меня там сразу же забанят за мои высказывания, за мое мнение. Не, мне там делать нечего. К тому же Лука там стримил, и этот, как его, стримил, и Новик туда пытался стримить, и капитан Сербии туда пытался стримить, им всем ни за что там стримить. Может, только у Новика там были какие-то... Может, если совсем у вас перестанет YouTube работать, ну, вы, если что, в Twitch, Twitch не работает, да, надо на Кик тогда стримить, чтобы, кого YouTube не работает, чтобы могли в Кике смотреть. Hi. Yeah, dankjewel. Merci. Короче, вот такой стакан в форме банки и такую банку. О! Бля, так, облил свой телефон. Ну, разливной дешевле будет, а я решил что-то выпендриться. Ну вот так, разливное будет где-то, наверное, от 3 евро, 3-4 евро. Где-то пол-литра, наверное, в саусе. Или от 250 до пол-литра. Не, наверное, пол-литра дороже будет. Пол-литра, это, наверное, 5 евро тоже будет, то есть 500 рублей. Просто у них здесь карты, меню, здесь только какие-то специальные эти пивасики. Вот я и выбрал такое попробовать. Ну, оно не то медовое пиво, которое я люблю. Ну, ладно. Это все-таки такое приторное. О, парни ушли, нормально, вам лучше сейчас стало видно. Не хотели нам на стриме сидеть. Событие года, да, круто сделали, молодцы. Главное, аргументы, что там какие-то там мирные люди пострадали, не катят. Это чисто все, кто пейджеры для террористов.
А почему тут 11 сентября? 11... Ну, уровня. Нет, 11 сентября это был акт терроризма, а это был антитеррор. Это было Израиль защищал себя от террористов. И они провели акцию по... Они хотели это применить, когда они совсем начнут там Израиль атаковать, то есть критический момент. Но, видимо, они там пронюхали, и некоторые уже сняли эти части этих пейджеров. Ну, какая может быть точка зрения? Украина была демократической страной, и ее атаковала, агрессивно напала страна, которая как бы в пропаганде говорила, что это мы дружественная братская страна. Даже чуть ли на одном языке не говорят. Просто взяли, вторглись, начали бомбить гражданских людей, сады, беременных женщин, места инфраструктуры для обогрева, чтобы гражданские замерзали. Короче, жесть устроили. Испортили экономику в остальном мире тоже, поднагадили мощно. И что ради чего? Потому что плешивый карлик, у него комплексы с рождения, и у него же член не стоит, и как бы ему надо какие-то падающий рейтинг поднимать. Он подумал, о, Крым зашло каким-то имбецилом, потому что вообще уже все границ не существует, цивилизованный мир, люди ездят свободно по стране, как бы никому, всем все равно, где какая граница. Единственное, на что это влияние имеет, какая граница, это налоги, может быть, там, где разные законы по налогам. И только вот это империалистические эти судороги людей, вот это повлияли на то, что Крым, это важно для нас. Какое еще может быть мнение? Напали просто на мирную страну, суверенитет нарушили, начали агрессивную войну. Это против Конституции, даже Конституцию, которую поменяли. Это статья, уголовная статья, начать агрессивную войну, нарушая каждый день конвенции венские, убивая пленных, убивая гражданских, ведя войну в гражданской одежде тоже. Ну какой грабили? И вас Путин грабил. Выделили, во-первых, Запад 90-е посылал кучу этой помощи в Петербург. И плюс еще выделил тоже Кремль, там, чтобы меняли там, драгоценный металл на металл. И Путин просто создал всякие левые компании однодневки, вывозили металл, продовольствие на это не поступало людям. Они в итоге кушали эти бесплатные какие-то еду из Германии, которые без денег поставляли Евросоюз. А Путин сколотил тогда уже первые миллионы себе. Первый главный вор. И аукционы потом тоже, эти все залоговые аукционы по разделу имущества тоже не совсем и честно прошли. Сами себя же ограбили.
кто нефть качает? Западные компании нефть качают, да уже качается, все это идет бюджет, но с этого бюджета это строится кто самки себе? Только там в Москве жируют, пируют, а вся остальная Россия как жила там с грязевыми дорогами и всем устаревшим, так и живут в бедноте. Особенно ничем не улучшилась жизнь людей. Потому что коррупция. Здесь налоги идут как хотя бы понятно на что. Да. Бля, убивали больше всего в Петербурге. Я вырос в Петербурге. И как раз там, где Путин, как раз во времена, когда Путин в мэрии сидел, был самый жуткий бандитизм. И он там эти всякие кумарины крышевал и наркотрафик уже тогда. И распилили тогда бюджет. Короче, да, и вот дослужился. Да, пиво выпил, мне просто быстро вставляет. Слава, ты не можешь это лезть, это не твое делать. Ну, все знаю. Я, короче, устрою стрим по разбору этой всей тематики выходные. Не поеду в Амстердам, большие гуляния по красивым городам, а будет разбор всяких этих, что было в 90-е на самом деле. Да, Гитлер тоже напал на Польшу, тоже за выживание. Потому что Польша будет все равно под кем? Под Советским Союзом или под американцами. Поэтому надо захватить там и изнасиловать всех полячек. Но когда Советский Союз туда уже зашел обратно, то вообще началась такая жесть. Такое отбивание жизни вообще. Ну ничего, пришли освобождать. Освобождают Украину бомбами по детским садам, по театрам от западного влияния. Долбоеба. Блядь. С какой страны я? Мне реально вообще стыдно, когда вот эта война в Украине началась, мне вообще вот так вот стыдно было, откуда я. Потому что я русский, у меня русские корни. Что моя страна так с ума сошла, что люди так защищают фашизм. Че пиздец. Блять, что пиво выпил? Что-то вообще настроение испортилось. Да, Трамп тот еще, его давно ФСБ на счетчик поставили, он там был банкротом, давно уже давали денег, он там отмывал, скорее всего, тоже много всяких есть сигналов, что всякие эти потоки из Колумбии кокаиновые идут в Россию, это через у Трампа каким-то образом тоже это шло. Ну ладно, это все не очень расследовано, поэтому я не знаю, только догадки уже. Вон, девочки танцуют.
Да, я совсем мне вставил это пиво. Я машину буду везти. А что там быть? Там Первый канал и Соловьев. Что там быть? Зачем там бывать в этой России? Там у кого, кто более-менее критично что-то думает, его сразу же сажают. Или новичок подкидывают. Ты там или за партию, или на встречу, на концерт Кобзона. Или там вообще, сейчас вообще модно. Те, кто совсем умные, тех на передовую, на штрафбаты посылают там, под пулеметы. Еще Путин нашел в Украине самый такой эффективный метод борьбы с оппозиционным мнением. Что влево-вправо, сразу же тебя на это штрафбат. Все. Ну, я надеюсь, потому что стримеры другие, они, ну, ты же с YouTube, Леха. Другие стримеры жалуются, что как бы все как-то не очень хорошо с деньгами. Я думаю, в России до Крыма хорошо жили. Вот до Крыма реально было все стоп с экономикой, и все было. А после Крыма начало все рубль падать, и возможности уменьшаться, и бизнес стал сложнее делать. А после 2022 года вообще все усложнилось, мне кажется. Ну, я не знаю, мне там здесь все нету. Просто, наверное, цены выросли. Все то же самое можно купить только через Казахстан какой-нибудь и через Китай. Да, не дизлайки получу, а репорты там за какой-нибудь терроризм, радикализм. А бан в Твиче получил, потому что в бане в Твиче я не поставил, что я мне политика. Еще там вопросы про наркотики тоже рассказывал. То есть, короче, вообще будет бан в Твиче. В Ютубе-то ничего. Ну, поставить дизлайки, что? Дизлайки не страшно. Всем стримерам ставить дизлайки. Ja, kan ik afrekenen? Zeker. Да, я вообще не привык пить. Не привык пить алкоголь. А, нет, вчера на стриме выпил. Ну, вообще, это как-то стремно. О, я. Я пока... Туда. Dankjewel. Топ. О, все, расплатился. Нужно будет съебывать.
Ну, сейчас, конечно, съебывать надо чуть в себя пройти. На какой-нибудь дорогой пройти более большой. В машине. Не напрямую, не через парк мигрантов. Ой, я. Алкашки 5,7. Но мне за глаза и за уши. Оно такое навороченное какое-то. Да мне даже безалкогольное пиво вставляют. Здесь просто не было безалкогольного в списке. О, опять встали. Да, Макарену у них там. Дома закусывал. Я не знаю, чем тут закусывают. По-моему, только пиво сервируют. Тут... не, люди что-то и кушают. Да не, я толстым буду. Мне не надо много кушать. Не надо... Так калорий в этом пиве. Тоже снимать. Что не надо? Это колготки или татуировки такие? Да, татуировки такие. Исписанных много. О, хардкор пошел. Может, и сковорнячок. Сейчас это действительно большой бизнес стал. До этого это был умнейший бизнес. А в Америке лобби это существует. Нет у меня пейджеров. Телефон взорвется, может, Samsung. Ну, у них работа. Какие наследства? Не знаю, что-то. Нет, на наследство большие налоги. И тут, когда люди выходят на пенсионный возраст, они начинают путешествовать максимально, чтобы встать до смерти. И плюс еще большие семьи, много детей, то есть наследство делят в большом количестве. Куча между народом, то есть... нет, появилось соединение.
Пенсии по наследству. А, да. Ну, не по наследству детям, там, если ты рано что-то там умер, то твоему партнеру, там, ну, не вся пенсия, там такой, как бы, часть, например, четверть пенсии останется. То есть это как бы, чтобы они без дохода не остались. Да, можно в Болгарию куда-нибудь уехать. Но смотри, главное тоже какой-то сервис, инфраструктура. То есть не обязательно жизнь там в Болгарии может быть такой удобной. И в какой-то момент тебе нужно то, что за тобой ухаживали. Здесь, в принципе, много очень жилья для престарелых, где за ними там готовят, им убирают, моют их. Туда, конечно, большая очередь, там они много стоят. Но не знаю, как это развито, например, в Болгарии. Mag ik vragen wat u aan het doen bent? Huh? Mag ik vragen wat u aan het doen bent? Wat is dit? Oh, ik ben mezelf aan het filmen. Oh, wat is dit? We gaan streamen of zo? Ja, aan het streamen. Oh, lachen.
Ja, Waar doe je dat? Op Twitch? YouTube. Oh, YouTube. Echt lachen. Maar wat gewoon voor de lol? Of... Ja, voor vriendengroep. Oh, huh? Maar je komt niet hier vandaan of zo? Huh? Je komt niet hier vandaan of zo? Waar kom je vandaan? Nee, ze voor vrienden uit ander land inderdaad. Die deze cultuur niet kennen. Oh, Ja. En waar komen die mensen dan vandaan? Oekraïne. Oekraïne? Kom je zelf ook uit Oekraïne? of niet? Nou, ik ben al wel Nederlander. Oh, Ja, ik woon al best wel je lang spreekt hier. goed Nederlands daar. Oh, dank je. Wil je liever dat ik Engels praat tegen? Kan ook. Oh, nee, hoeft niet. Nee. Maar hoeveel mensen kijken er nu? 10. 10. Oh, Ja. het is niet voor het grote publiek. Nee. Is ook niet commercieel. Jammer, ik kan je goed geld verdienen hoor. Oké, nou lach. Ik wil Oké, even weten oké. wat we doen. Короче, пришел чувак доебываться. Я бы сказал, что я украинец. После украинца, когда я сказал, что украинец, он перестал ко мне доебываться. Если сказал, что я русский, то он, наверное, полицию бы вызвал. Че я это снимаю? Я говорю, я себя снимаю. Он говорит, вообще, так это можно так? Типа других людей снимать? Я говорю, я себя снимаю. Ну, быстро тыкнул. Надо было вообще говорить, мне, что я не в Twitch снимаю, не стрим делаю, а просто так. Ну ладно, надо пешком уже идти. Это я наснимался тут. Немножко менять локацию надо. Короче, ладно. Не, Сербия не ЕС. Босния, Хорватия, да? Kosovo, хуй знает. Нови уже тоже трезвым живет. Я вообще же ведь раньше очень мало, я раньше только травку курил, и когда я там минимум лет 10 травку курил, я вообще тогда алкоголь не употреблял. То есть если я, например, какой-нибудь фестиваль шел, тут друзья там бухали, а я просто крутил там косячок, и крутил косяк, и мне было по кайфу, нормально там получил. И так получилось, да, что иммунитет к алкоголю все-таки совершенно отрицательный. О. Мороженка открыто. Можно слопать мороженку.
Hoi. Mag ik een cheesecake? Ja, hondje. Dankjewel. Binnen? Ja. Zo, even op. Dankjewel. Fijne avond. Tot ziens. Да, хорошо, что напомнил. Девочки сидят, смотрят на нас. Ну, как раз сейчас были руки заняты, иначе помахал бы. Одной телефон, другой мороженое. Да, вот как раз, наверное, маяк. Одно из таких моментов был, когда я решил, что надо на Бали съездить, тоже сюда сходить на этот маяк. Такое совершенно классное место для западное побережье. И мы там смотрели восход почему-то. Но это место для закатов на самом деле. Ну, а тут вон на пробежку вышли. Так, серый экран не работает. Да, что-то я уже забыл. Здесь там какая-то была фишка, что какая-то матрица больше, чем было нормально. Вот влияет, по-моему, на темные помещения, как сейчас. Сейчас сложно мне подействовать, но у меня там можно нажать кнопочки, чтобы она еще лучше в темноте снимала. Ну, вроде смотрю, так на плохой резолюции нормально видно. По-моему, нет смысла особенно там лезть дальше настраивать. Ну, скучно, кому-то надо, наоборот, хотя скукоты, как бы, спокойствие, стабильность. Ну, поэтому у них, кстати, фестивали тоже развиты. Там на них музыкальных фестивалях с ума сходит.
Да, вечером прохладно, народ на терраске сидит нормально. Во. Вот сейчас я установил для low light. Смотрю, если будет разница. Как раз темная улица. Не знаю, поменялось ли что-нибудь? Ну ладно. Ну что, пойдем тут. Кстати, я смотрю, я лучше вижу, что на улице происходит на экране теперь, чем в настоящей жизни. То есть, в отличие, то есть, когда идешь по темным частям, то реально как бы я вижу там какие-то объекты в них. А в настоящей жизни они мне просто черными кажутся. То есть что-то есть разница.
Je zit in jaar. О, здесь тюрьма, по-моему. Задняя часть тюрьмы. А, давай-ка здесь пройдем все-таки. Тут далеко идти. Не совсем, может, удачно. Да, нет, ладно, хер с ним, там далеко идти. Пойду сюда. О, машина электрическая заряжается. Вон кабель вставлен. Чисто так. А не, я сказал, что я уже голландец, что я как бы... Да, вообще-то я голландец. Но я даже говорю, о, как ты хорошо говоришь. Да потому что бухой, и как бы не подготовился. Начал хуйню морозить. Вообще не надо признавать, что ты стримишь, а просто для себя лично делаешь кино про... как какой-нибудь, я на отдыхе, на каникулах, и записываю видосик
для себя про свои каникулы в Голландии. Вот такую хуйню надо говорить. Вот там полнолуние, не знаю, вам было видно или нет. Вон. Что-то приблизительно к полнолунию. Пойдем по темной аллее. Вот, кстати, я не знаю, видно в темноте, но это такие примеры велосипедных карт Голландии. То есть, как бы они на такое среднее расстояние велосипедные, и всякие велосипедные дороги у них указаны. Также по лесам, по полям, такие можно найти. Явно придумали в те времена, когда не было всяких мобильных аппликаций. Люди навигировались реально по картам. А тут такой домик для, чтобы поделиться книжками бесплатно. Чтобы люди не выбрасывали книжки, а относили их в такие домики. Ну, их много я таких видал. Пользовался ли я таким? Относил ли я книжки? Нет, не такой еще ответственный бургер. Что за русского не приняли? Иначе полицию потащили. Ну да, я пошутил так, но фиг знает. Ну, короче, когда я сказал, что я смекнул, единственное, что мне смекнул, так сказать, украинец, и с этого момента он все. А так, сразу говорю, не, я просто пришел поинтересоваться, мне было интересно, там это все такое. А начинал он с вопроса, типа, а можно ли делать тем, что ты же делаешь? Типа, вот снимать людей без их разрешения. Типа, реально подошел с точки зрения доебаться. Но когда я сказал, что я украинец и стримлю на 10 человек, ему стало стыдно. И он начал как бы уже оправдываться и извиняться. Ну, я сказал там что-то, что я уже голландец, что-то такое, или что я стримлю для Украины, что-то такое, не знаю. Что-то сбормотал. А что, я скажу, что я стримлю для России, он подумает, что ты там это... Конечно, можно сказать, что типа границы закрыты, чтобы вы не знали, как люди в свободной стране там тусят, но... А также можно подумать, что мало ли я там как какой-нибудь фанатик и готовлю какой-нибудь террористическую атаку. Там мало ли только не настукачет на меня. Да, короче, сказать, что я украинец, стримлю там на украинскую публику, это самый безопасный вариант, чтобы те отъебались. В Европе точно работает безотказно. Но это первый раз, вот третий день моих таких стримов на улице. И в первый раз кто-то ко мне подошел поинтересоваться. Но это просто чувак сидел там за соседним столиком с другими тоже чуваками. Такими же. Им просто было скучно, они решили поинтересоваться, где их физиономии попадут. Так, что там в чате? Бургер. А в мусоре там что-то хорошее выкидывают. Но я регулярно вижу местных бомжей, смотрят там бутылки. У нас же даже эти банки под пиво железные, тоже на них можно их сдавать за 10 там, центов. И пластиковые бутылки тоже надо сдавать. То есть раньше были только стеклянные бутылки, а сейчас все упаковки, почти все, надо сдавать. Даже маленькие какие-нибудь пластиковые бутылочки тоже
можно сдать. Отсюда я пришел. Не сюда вообще. Да, наверное, сюда. А мне даже направо. Точно. А ты норм держался? Я думал, вы о чем там мило беседуете. Да, в мусорку давай чекнем, кстати. Блядь. Там было в центре. Сейчас темно, ничего не видно. Мусорки тут. Сейчас хорошо, не вижу мусорку, но там, кроме как собачьего говна, ничего нету. Либера было слово, он сказал. Либера. Китайский у вас авто... Нет, есть. Тут же они о чем беспокоятся? То, что европейские электромобили плохо не могут конкурировать с китайскими, потому что китайские так субсидированы, они хотят это ограничить продажу. Так, вот мы подходим к помойке. Я трогать, естественно, ничего не буду. Вон там шкурка от банана и куча остатков от чипсов. Ну, это все, что там есть. Читаем. Читает, а тут отец девушек тоже тебя чекнул. Да? А, ну не заметил. Ну, я бросаю в глаза, у меня микрофон под шеей. Ну да, на первую очередь... А, нет. Да, микрофон, наверное, по-любому... Я видел, что можно этот микрофон на трюк, если его под одежду прятать, потому что он на магните, и тогда не так палевно. То есть, если инкогнито идти снимать где-то, вот такие вечеринки бухие, надо, конечно, инкогнито снимать. Ну еще мне подошел, я уже камеру вообще держал на высоте, то есть руку вверх поставил, вот так вот. И с ним, то есть тоже не будет, как будто я на первой партии сижу и руку поднял. Типа, спросите меня, я все знаю. Погнали, полазим по музыке. Не. У меня телевизор с пультом лежал вчера на помойке. Да, они говно собачье собирают же. Мне просто люди с собаками гуляют, выгуливают из помойки для собачьего говна. Вот тут народ до сих пор еще сидит. Так. Ну, вот что значит европеец, не знает,